Всем привет! В этом году я впервые побывала на фестивале света в Вильнюсе, и он мне очень понравился. Поэтому я решила снять о нем отдельное видео. Фестиваль приурочен к празднованию 699-летия Вильнюса. На фестиваль я ходила 2 дня, в пятницу 28 января и в субботу 29 января. И, конечно, в субботу было очень много людей. Экспонат под названием «Приветствие» установлен на башне замка Гедиминоса. 25 января 1323 года князь Гедиминос отправил одно из своих знаменитых писем в крупнейшие города Европы, тем самым сделав известной малознакомую западным европейцам землю и навсегда отметив Вильнюс на карте Европы. Теперь каждый год, 25 января, Вильнюс отмечает свой день рождения, освещая замок Гедиминоса и начиная Вильнюсский фестиваль света. Лучи света, формирующие корону на замке Гедиминоса, позволяют увидеть начало фестиваля даже из самых отдаленных уголков столицы. 25 января гигант света зажег символичные часы на Соборной площади. Эти часы позволят нам круглый год видеть, сколько времени осталось до 700-летия Вильнюса. Ведь наблюдать за ходом времени перед эксклюзивным городским праздником – завораживающее зрелище. Следующий экспонат – огромная голова сказочного великана и его рука – торчащая из-под земли и держащая солнце. Согласно легенде, этому великану несколько десятков тысяч лет. Великан рассказывает нам легенду, согласно которой, чем ближе к концу года, тем все темнее становятся дни, ночи все длиннее, а солнце все слабее светит. «Все в нашем мирке временно», — говорит великан. Солнце светило целый год, и теперь оно ослабло, гласит легенда. Чтобы мир не превратился во тьму, помощник бога грома выковал новое солнце, которое на землю может доставить только девятирогий олень. Он несет солнце на нашу планету 3 дня и потом передает его великану. Несколько фактов о великане. Возраст 32 598 лет. Высота 33 метра. Экспонат «Кинетическая перспектива». Это постоянно вращающиеся круги и их иллюзорный эффект. Художник Хуан Фуэнтес соорудил привлекательную абстрактную геометрическую форму, играя с углом зрения наблюдателя, сотворил впечатление движения. Серия из 18 иллюзорных кругов, которые состоят из 2 синхронно вращающихся рядов, создает впечатление точки соединения на уровне глаз. Приглашенная к активному участию и наблюдению аудитория должна перемещаться, чтобы увидеть узоры, мерцания и искажения, в которых можно выявить скрытую геометрию. Экспонат направлен на пробуждение эмоций и переживаний, в которых граница между реальным и нереальным размыта, и где все зависит от точки зрения наблюдателя. Современная физика говорит нам, что Вселенная возникла в результате гигантского взрыва, который произошел около 13,8 миллиардов лет назад. Взрыв Вселенной – это эволюция Вселенной из состояния меньшего размера, чем атом. Один ослепительный порыв – этот неописуемо быстрый и всеохватывающий миг славы. И сингулярная точка стала непостижимым пространством небесных размеров. Тот взрыв вызвал расширение материи, которое мы наблюдаем и сейчас. Вильнюсский фестиваль света представил нам макет Большого взрыва Вселенной. Пока теория этого взрыва не будет окончательно доказана, каждый из нас может согласиться с ней или отвергнуть ее. Экспонат «Великий совет нерешительности» располагался на территории Лукишской тюрьмы. Он помогает задуматься, кто мы на самом деле, кем мы хотим быть, что мы выкладываем в интернет, чем бы мы предпочли не делиться с остальным миром.
В своей художественной инсталляции «Великий совет нерешительности» художник-визуалист Ромен Тарди представил невиданный ранее автопортрет нашего современного общества, переводя в режиме реального времени поисковые термины, наиболее часто используемые в Google и Google News, визуальные и звуковые сигналы в окружающем пространстве. Они стали видимыми импульсами, слышимыми как внутри, так и снаружи круга. Совет великой нерешительности является отражением всех нас. Экспонат показывает человечество таким, какое оно есть на самом деле, а не таким, каким мы его хотим видеть. Работа представляет собой завораживающую и гипнотизирующую крупномасштабную световую и звуковую инсталляцию, в которой зрители охвачены кругом из света, звука, слов и сгенерированных компьютером мистических символов. Экспонат приглашает зрителей в самую гущу этого волшебного произведения. Экспонат Рой также располагался на территории Лукишской тюрьмы. Рой – это целостный, динамичный организм, состоящий из самостоятельных освещаемых объектов, которые в то же время принадлежат одной системе. Они защищены от внешнего мира, а их расположение структурировано прозрачной мембраной, создающей объем без начала и конца. Говорят, чтобы желание исполнилось, сначала его нужно написать. Световая инсталляция «Список желаний» предложила жителям и гостям Вильнюса выразить свою мечту в рисунках. Каждый участник праздника мог написать или нарисовать то, что он хотел. Все надписи и картинки отображались на стене здания Литовского художественного музея с помощью лазера. Автор инсталляции, профессиональный визуальный жокей Витаутас Зарнаускас, говорит, что постоянно меняющаяся инсталляция завораживает тем, что ее содержанием являются мысли людей, которые материализуются с помощью света лазера. Сочетая в себе современные технологии и мечты каждого участника праздника, игра света в ночной тьме создавала неповторимые впечатления. Автор экспозиции призывает всех мечтать, ведь мечты сбываются. Экспонат «Плавающая вселенная» – это произведение светового искусства, которое переносит зрителя в мир умиротворения, далекий от земной суеты. Это вселенная лучей и глобусов, которые бесконечно множатся, давая зрителю ощущение парения в пространстве в абстрактном мире. Это визуальный оптический опыт, играющий со временем и пространством, психоделический лабиринт с воображаемыми стенами, темное пространство, в котором сияющие палочки играют роль танцоров, исполняющих бесконечную пляску. Дизайн и оптические иллюзии полностью служат визуальному восприятию и не являются самоцелью. Лучи света и прекрасная музыка Ромена Прейса. Это экспонат «Нулевая точка». Когда свет сам становится объектом, что он освещает? Сам? Невозможно. Может ли он существовать? Может ли свет существовать без поддержки? Тогда как мы можем создать невидимое? Нулевая точка – это представление, интерпретация света как субъекта. Он меняет порядок восприятия и разрушает привычное. Следующая экспозиция под названием «Эфемерный» размещалась на территории Национального музея Литвы. Эфемерный – прилагательное, означающее быстротечность и непостоянство. Огромные светящиеся шары-пузыри, меняющие цвета и оттенки, напоминают нам о радости и игривости, которые мы чувствовали в детстве. Материал разбивает свет на радугу разных цветов, лучи отраженного цвета мерцают в темноте и увеличивают площадь.
Экспонат побуждает нас рассматривать окружающий мир как пространство быстротечности и хрупкости, подобное мыльному пузырю. Следующую экспозицию представил Литовский национальный театр оперы и балета. Проект «Опера» подобен разговору с тенями, который звучит как музыка в танце, оркестре, сценографии. Используя свет в качестве художественного средства, статичное и скульптурное становится кинетическим. Экспозиция «Волновая помеха» располагалась в баре «Каблис и культура». Это световая инсталляция, основанная на принципах электромагнитного спектра. Частица этого спектра – свет. Волны каждой радиостанции, звонка мобильного телефона, сигнала Wi-Fi и других окружают нас повсюду, независимо от того, видим мы их или нет. С помощью радио мы можем слышать эти волны как звук. Звуковое сопровождение может сделать изображение веселым или ностальгическим, вызвать чувство меланхолии или страха. Экспонат хикариноки – это волшебное дерево, построенное из переработанных пластиковых деталей повседневных предметов, ведер для мусора и бытовых нужд, мисок, различных емкостей и других предметов. Экспонат создает красочную и звуковую игру света, иллюстрирующую борьбу природы с промышленностью и загрязнением окружающей среды. Разноцветное дерево развлекает и удивляет зрителей и помогает понять, насколько важна забота о природе и окружающей среде. Экспозиция «Свет» олицетворяет постоянно вращающееся колесо времени, вечно меняющееся и в то же время постоянное, простое, как наша жизнь. По мере движения зрителя меняется угол зрения, объект тоже изменяется, движется в выразительном, динамичном ритме лучей. Такие ощущения обеспечиваются простыми вещами, едва уловимым вечерним освещением, источниками света, падающими на землю, словно мгновение жизни, оставляющее след, выстраивающееся сначала спонтанно, но двигающееся в определенном порядке, как наша жизнь. Экспозиция «Туда и обратно» или «Слинки» – это знакомая многим культурам и поколениям игрушка-пружина. В этой гигантской форме она становится одновременно ностальгической и сюрреалистической. Каждый виток огромной пружины подсвечивается по очереди, создавая знакомую плавную форму изящного перехода цвета. Огромный размер игрушки заставляет людей чувствовать себя меньше. Пропорции между нами и игрушкой меняются местами, как будто мы каким-то образом уменьшились и стали Алисой в «Стране чудес». Экспозиция «Туда и обратно» ставит под сомнение нашу роль зрителя, нарушая привычные отношения с предметами и окружающим миром. Экспонат «Спреди мне пряжу» – это большой сияющий клубок с длинной ниткой. Яркий и необычайно крупный моток ниток заставляет нас смотреть на обычные вещи совершенно по-другому, игриво меняя смысл нашего отношения к обычным вещам и нашему окружению. Множество звезд зажглось на улице между Вильнюсским университетом и президентурой Литовской Республики. «Отсюда к звездам» – девиз, который уже много лет сопровождает Вильнюсский университет, приглашая отметить достижения этого университета и членов его сообщества, бывших, настоящих и будущих звезд.
Этому и служит звездная световая инсталляция. Инсталляция пики, вершины, символизирует историю Национального института развития инвестиций и гарантий бизнеса Инвега через финансирование, предоставляемое бизнесу. Инсталляция показывает масштабы инвестиций государства и налогоплательщиков, их взаимозависимость и влияние на бизнес, экономику страны и Литву. Инсталляция отражает 20-летие Инвега. Каждый год работы компании представлен линией горы. Спасибо, что посмотрели мое видео. Я очень старалась сделать его интересным. Если мне это удалось, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими друзьями. Благодарю!